Привет, всем привет с прекрасного города Измаила. Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Я в прошлом году уже выставляла видео, как я формирую в один стебель огурец. И поэтому в течение всего периода я собирала ваши вопросы. Было много вопросов. Я сейчас на нескольких огурцах еще раз покажу, как я это делаю. Итак, давайте вот начнем. Мы собрали урожай. Ну, здесь у нас пасынок убираю. Здесь остается. Пасынки убираю. Я их не оставляю. И до верха сразу же весь огурчик. Сейчас убираю пасынки. Вот. Сегодня у нас знак весы. Можно спокойно проводить обрезку. Вот я убрала. Теперь нижние листы. Смотрите, я сейчас сразу же уберу, как я буду ложить. Я сейчас, вот видите, оно на одной веревочке по всему, нигде нету как раз вот этих узлов. Только один узел, и где вот здесь у нас как раз завязывается этот узел. Смотрите, я его развязываю. Но он еще держится, потому что он все-таки у меня был. Вот сейчас он опускается. Вот, будет потихонечку, я его сейчас вот так легонечко буду, опускать, чтобы его веревка не испортила. Я сейчас его опускаю, аккуратненько. Вот он ложится тихонечко. Так, ну что мне нужно сделать? Мне нужно для того, чтобы уложить стебель огурца, мне нужно обязательно сейчас будет внизу убрать листики. Что для этого надо? Ну, для этого мне нужен... Так, я здесь еще зафиксирую пока. Просто хочу показать. Если мы положим с листьями, это будет нехорошо. Будут... Все равно, хоть у меня здесь и мульча, поэтому они отработали. Отработали. Поэтому я их... Опа! Ничего страшного, видите, он удерживается. Так, почему я опускаю в один стебель? Сейчас у нас уже в тени, вот сегодня было, плюс 34 градуса. Огурцы такую температуру не любят. Не просто не любят, а они страдают от этой температуры. Поэтому я их, когда опускаю, вот здесь внизу, здесь намного ниже температура от земли, чем на высоте. И вот я их снова где-то на этом уровне буду удерживать. Подержи, пожалуйста, рукой здесь. Вот. Мне как раз помощь понадобилась. Я хочу показать, так как был вопрос, не удерживаются огурцы. Что делать? В таком случае вы можете снова же завязать еще себе узелочек, хотя бы 2 еще узелочка. И в эти узелочки будете поддерживать, как раз подвязывать. Что я делаю сейчас? Я сейчас, вот, сейчас я подвяжу. Вот где-то, да, на этом уровне подвяжу огурчик. Видите, снова же вот эта защелочка, она очень легко работает. Я ее не до конца, а просто так закрепляю чуть-чуть. Вот, получается. У меня как раз сейчас я возьму еще 2 защелочки. Если не удается удержать, значит, смотрите, вы берете то же самое, как на томатах я показывала. Снова же вот этими завязочками фиксируем просто-напросто. Сейчас. Вот так. Зафиксируем. Вот. И здесь можно еще и вверху делать, если захотите. Если это сложно. Но нужно за часовой стрелкой вот так формировать. Значит, смотрите, он у нас сам лег, как ему удобно. Вот огурчик, видите? Значит, что у нас, какие листья на земле? Вот этот лист, мы его обрезаем. Далее, вот этот лист. И этот лист тоже обрезаем. Еще один лист у нас, даже 2. Вот этот и вот этот. Дело в том, что вот эти листья уже отработали. 30 дней обычно лист у огурца работает на растение 30 дней. Затем он стареет, естественно, на него нападают уже и клещи, и заболевания, тем более при земле. При поливах могут быть проблемы. Эти листья отслужили, поэтому я их... Они у меня не просто так будут, они пойдут на зеленое удобрение. Значит, вот это оставляем, этот лист еще убираю.
что у нас получается? Листьев достаточно для того, чтобы они работали. Они как будто бы немножко поникли, но не страшно. И здесь, если вот нижняя одна завязка, вторая завязка, третья, и по часовой стрелочке, здесь огурчик снова же внизу. Ему достаточно будет, она невысокая температура, нам придется немножко затянуть, потому что очень жаркие температуры у нас наблюдаться будут дальше. Сегодня только начало этой жары, там в тени будет не только 34, но и 36. Вот таким образом, вот смотрите, здесь огурчик опущен, а здесь огурчик, он уже мне немножко тоже сам опустился, видите? Он дошел до верха. Вот здесь очень высокая температура, и эта высокая температура здесь за 45 градусов и 40. Ему, конечно, не хочется расти, и ему он скручивает листики, очень жарко. Поэтому я то же самое сейчас буду делать с этим огурцом. Ту же самую операцию буду делать. В первую очередь я обрезаю. Смотрите, надо пасынки убрать, уже меньше веса будет. Вот, убираю усики. Здесь пасынок большой вырос, но как раз были дни, когда нельзя было обрезать. Поэтому я это дело оставила. Вот так. Снова же у нас огурец, везде есть зависть, есть огурчики. И внизу сейчас я их сразу, лучше, конечно, вариант, сразу обрезать листья. Я уже знаю примерно, сколько их нужно. Это не страшно, это количество листьев. Допустим, там мы обрезали 8. Здесь сейчас мы тоже где-то... Так, раз, два, три, четыре, 5, 6. Можно спокойно 6, 7. Обрезали. 7, 7, 7. Так, какой еще? Он сейчас покажет. Так, пасынок есть. И что я теперь делаю? Я теперь снова же опускаю. Вот так, убираю. Открою. Видите, как легко. С этими завязками очень-очень легко это делается. Так, откручиваю. И сейчас вот удерживается легко. Огурчик, вот он ложится сам. Видите, ему, он уже там чуть-чуть согнулся, но его нужно вот на этом уровне, вот так, тоже на этой высоте. Здесь не такая жара. Вот тихонечко убираю вот эту веревочку, поднимаю. Еще раз покажу, как удерживать. Еще раз завязываю. Снова же так же, как помидоры. Вот этот один из видов морских узлов. Завязываю. Здесь можно пошире сделать. Еще можно 2, допустим, сделать такие завязочки. Здесь, ну, пройдет у меня это. И еще можно одну. Просто-напросто у меня эти вопросы как раз, было много вопросов, что сваливается. Вот я тоже специально этот огурец не подвязывала, так как, чтобы проверить, что происходит. Действительно, если против часовой стрелки, то огурец валится. Я это увидела на в ваших вопросах это все и увидела уже на практике у себя. Вот сейчас я еще эти зафиксирую. Тот же самый принцип. Стараюсь вот где вот, видите, огурчик и листик. Вот под ними завязываем. Завязала. Здесь еще одна у нас завязочка. То же самое идет к веревке. Вот так за веревочку. Снова же под листиком. Вот видите, здесь огурчики будут. У нас еще сверху один. Ну, а верхний я сейчас снова же за часовой стрелкой. Вот смотрите, за часовой стрелкой. Вот огурчик снова будет себе подниматься, будет расти. Здесь у меня снова же вижу, сразу видно, что это пасынок. Я его убираю, и здесь видно пасынок. Чтобы не тратили силы у огурчика. И усик. Так, и тут усик. Вот они вот так, на такой высоте. Здесь, кстати, еще нужно обрезать, чтобы эти листья вот не валялись по земле. Обрезаю. Так, вот это тоже обрезаю. Так, и еще, ну, практически этот, тот не будет падать. Значит, что здесь происходит? Вот поливала воду сильно, и у нас чуть-чуть смылась мульча. Поэтому я сюда еще сейчас добавлю. Вот отвечает на следующий вопрос. Что будет, если будет ложиться
вот стебель огурца на землю. Дело в том, что он не ложится у меня на землю. Почему? Потому что у меня мульча. А на мульче он нормально себя чувствует. Здесь как раз сухая такая, хорошая внизу влага, а сверху сухая поверхность. И вот эти стебли будут вот так друг за дружкой, я потом еще одно видео сниму, будут друг за дружкой ложиться. Вот как здесь. Здесь уже видно, видите, он сам себе в эту спиральку ложится. И так постепенно буду их слаживать. Я ответила на ваши вопросы по поводу формирования огурца в один стебель. Почему я это делаю? Потому что как раз высокая температура, удобно опускать все время, не затеняется, все огурцы, все растение находится в комфортной, как раз в комфортном пространстве. Я ответила на ваши вопросы, надеюсь, что ответила. Задавайте, если еще что-то непонятно. Уже все показала, рассказала. Ну а мы, Александр Волик и Раиса Греченко, желаем вам удачи, самого-самого доброго в вашей жизни и хорошего вам урожая всех-всех овощей, в том числе вот этих прекрасных огурчиков.